Здравствуйте, дорогие рукодельницы, подписчики и гости моего канала. Меня зовут Елена. Я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия и творчества, вязания и пряжи». Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов. На канале «Мир рукоделия и творчества» каждую неделю я публикую видео по вязанию вещей, кофт, жакетов, кардиганов, топов, также узоры в копилку, уроки по вязанию и очень много интересной и полезной информации. Я думаю, вам на моем канале очень понравится, и вы будете постоянным моим зрителем. А сегодня я хочу вам рассказать и показать все хитрости, секретики свои по вязанию кардигана. Досмотрите, пожалуйста, это видео до конца, и у вас, я думаю, все ответы на ваши вопросы вы найдете в этом видео. Если у вас по ходу просмотра видео все-таки останутся вопросы, каким образом вязать кардиган, то вы можете на канале написать свой вопрос под этим видео, и я уже в следующем видео сниму влог ответы на вопросы подписчиц. В этой серии видео, вторая часть, я хочу вам рассказать, на какой стадии сейчас находится мое вязание кардигана, показать вам еще раз пряжу, из которой я вяжу, рассказать о расходе пряжи на кардиган, сколько потребуется пряжи, а также покажу, каким образом я сделала расчеты и свои расчеты для вязания кардигана. Сколько я набрала петелек, и также покажу и расскажу об одном моем таком приобретении в процессе вязания, тонкости. Об этом вы все увидите в процессе просмотра видео до конца. Не переключайтесь, и сейчас я вам буду рассказывать все подробно, как вязать кардиган и что мы будем с вами дальше, уже каким образом будем двигаться и заканчивать свою работу. Хочу вам еще раз рассказать о пряже. Может быть, вы не смотрели все предыдущие видео на канале. То есть пряжу для вязания кардигана я очень долго выбирала, присматривалась и выбрала вот такую пряжу. Я не люблю объемные и толстые вещи. Я захотела связать кардиган на теплую весну, прохладное лето. Буду его носить с брюками и с джинсами. Пряжа у меня от Вита, торговая марка. Название пряжи «Бриллиант». Предназначена для ручного вязания. Ну и не только. Можно и на вязальной машине вязать из этой пряжи. Страна производства пряжи Китай по германской технологии. Цвет 4982. Состав пряжи 45% шерсть ластер, 55% акрил, 100 грамм, 380 метров. Крючок производитель рекомендует 2,5. Но я вяжу крючком номер 2. Кловер, страна производства Япония. Пряжу предварительно я постирала и просушила естественным способом. Каким образом я это сделала, вы сможете посмотреть видео на моем канале. В этом видео я рассказываю, как правильно постирать и обработать пряжу перед началом вязания, и для чего я это делаю. Вот так выглядит моток до стирки, и вот таким образом выглядит моток уже после стирки. Видите, что он увеличился в объеме. Это говорит о том, что, возможно, после стирания моего кардигана в стиральной машине он у меня просто растянулся.
и вместо 48 размера превратился бы в 52. А я этого не хочу, так как кардиган я планирую носить сама. Пряжа, то есть мое мнение о пряже не очень хорошее, так как в одном мотке у меня попался очень неудачный моток. Встречается очень много узелков, которые приходится прятать в процессе вязания. Перед началом работы рекомендую вам связать образец. Мастер-класс по вязанию узора вы увидите на моем канале. Ссылку я укажу в описании под видео и всплывающие подсказки, каким образом вяжется узор, основной узор кардигана. Таким он образом выглядит. Связала, значит, я... Давайте я расскажу вам. Во-первых, мой размер, на который я вяжу кардиган, 48-50. Это русский, либо 42-44 европейский. Образец я связала уже после обработки пряжи. Я его постирала, предварительно пряжу, и потом уже связала образец. Ширина вязаного образца 11 сантиметров. Это 3 раппорта в ширину. 37 столбиков с одним накидом в 11 сантиметрах. И высота вязаного образца 10,5 сантиметров. 14 рядов. Я вяжу то есть ширина кардигана у меня будет 110 сантиметров. Кардиган свободного силуэта. Застежки, планки для застежек я уже буду вязать в самую последнюю очередь, после того, как сделаю плечевые швы и рукав. Кардиган я решила вязать по кругу. Во избежание лишних швов я не по кругу, а рядами туда и обратно. Я имею в виду, что целым полотном, без разделения полотна на спинку и полочки. Теперь давайте я вам расскажу, каким образом я высчитала нужное количество петель для вязания кардигана для своего размера. Мой размер, повторюсь, 48-50 русский. Расчет у меня сделан был таким образом. Значит, 110 сантиметров это ширина кардигана. Измерила свою ширину бедер по самой выступающей точке. Прибавила несколько сантиметров на свободу облегания. И каким образом я сделала расчет. 110 сантиметров я разделила на 11 сантиметров. 11 сантиметров это ширина раппорта, то есть вязаного образца. Не раппорта, а вязаного образца. Я вам уже показывала, что 11 сантиметров ширина вязаного образца. 110 сантиметров делю на 11, получается 10. И 10 я умножаю на 3. 3 это количество раппортов в вязаном образце. Получилось у меня 30 раппортов в 11, 30 раппортов всего. Плюс 2 раппорта я прибавила дополнительно, так как за счет вязания кардигана в высоту вязаное полотно уменьшается, сужается полотно. И для этого, чтобы добиться все-таки моего желаемого размера, я прибавила 2 раппорта дополнительно. Всего у меня куплено 2 упаковки пряжи. Это 10 мотков по 100 грамм. Я хочу связать кардиган из 10 мотков, так как он будет длинный. И расходовать я их буду уже по мере того, как у меня расходуется пряжа. Это я все планирую высчитать.
чтобы мне хватило и на рукава, и на основную часть. Связано вот на данный момент 46 рядов. Это 34 сантиметра. Ушло у меня 3 мотка пряжи. Один моток, из одного мотка хватает, чтобы связать 15 рядов. То есть вот такой большой расход пряжи на мой немаленький размер. Он получается такой увесистый, объемный. То есть вот узор до тепловой обработки. То есть я посмотрю, может быть, я его оставлю таким, а потом уже отпарю. Еще подумаю, буду я отпаривать его или нет. Или, может быть, так и оставлю. Вот таким образом выглядит вязаное полотно. Так, свои расчеты я вам показала и рассказала, что я вяжу кардиган свободного силуэта. Рукав у меня будет вточной. Планирую сделать в ближайшее время выкройку, как закруглять проймы для рукава и как выполнить окат рукава я буду вязать по выкройке. Выкройку сделаю, повторюсь, уже на свой размер, только на свой размер. И буду вам показывать в следующих частях мастер-класса, каким образом я буду вязать проймы и окат рукава, а также закругление выреза горловины. Кардиган я вяжу цельным полотном, то есть без швов, без боковых. Так как я люблю вязать быстро и просто, вязание я начала не с первого ряда, как указано по схеме, а со второго ряда. Чтобы не высчитывать количество петель, я сделала очень легко и просто. Я набрала цепочку и начала вязать уже кардиган со второго ряда. Связала 32 раппорта, либо вот 32 вот таких вот веерочка у меня получилось на всю ширину вязаного полотна. И далее я уже вязала вот по этой схеме. Схема в конце видео и также мастер-класс по вязанию каждого ряда вы увидите на моем канале. Есть 2 видео. Вы можете вязать по одному из 2, который вам более понравится. Ссылки на эти видео я оставлю в инфобоксе в описании под видео, а также в всплывающих подсказках. Если у вас остались вопросы, то можете их задавать под этим видео, писать в комментариях. И я уже в следующем видео, если будет очень много вопросов, постараюсь ответить на них. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Если вы вяжете кардиган моего размера, такой же, как у меня, и пряжу используете таким же метражом, то можете воспользоваться моими расчетами и связать уже себе кардиган. По моим расчетам